Всем привет! Очередной обзор камеры с AliExpress. IP Wi-Fi камера видеонаблюдения с двумя объективами. Приложение ICC XMI. Модель A20S 8 мегапикселей. Европейская вилка с блоком питания укомплектована. Камера, можно сказать, универсальная. Многие уже пользуются такими камерами и людям нравится. Набирают эти камеры популярность, и китайские производители их, в общем-то, усовершенствуют и дорабатывают некоторые моменты. Многие смотрят на эту камеру, и у них до сих пор вызывает недоумение, кто еще не связан с видеонаблюдением, кто хочет начать с чего-то, но не знает с чего. Вот именно этот вариант вам можно приобретать на данный момент, так как это бюджетный вариант камеры видеонаблюдения, но нормально работающий, надежный и многофункциональный. В таком корпусе вы могли видеть камеры с одним объективом, просто один объектив, также LED и K светодиоды, динамик, микрофон, Wi-Fi антенны, возможность работы по кабелю. Это, можно сказать, уже доработанный вариант с двумя объективами. То есть камера универсальная. Имеет на своем борту объектив широкоугольный 2,8 мм. Вот он. И дальнобойный объектив 12 мм. Тут вы можете уже понять, что камера чем универсальна, тем, что на одной территории вы можете видеть широко с нее и видеть далеко с нее. Почему бюджетный вариант? Потому что здесь нету варифокального объектива с оптическим зумом, с плавным этим приближением, без потери качества картинки. А здесь именно 8-кратный, как заявлено, цифровой зум. 2,8 зумируем картинку цифрой, переход идет на 12-миллиметровый объектив, уже дальнобойный. И потом с дальнобойного еще есть увеличение. И дальше мы видим картинку дальше, приближаем объект, но уже с потерей качества. Это бюджетный вариант. Заходите по ссылке, сразу смотрите цену. Магазин Unbiax на AliExpress. Доступные цены и такое вот бюджетное видеонаблюдение. Камеры, которые работают. Блок питания также уже в комплекте есть. Можете подключать камеру 12-вольтовым блоком питания. Кстати, можете и подключить ее по POE к вашему POE видеорегистратору и к вашему POE коммутатору. Используя POE сплиттер 12 вольт, 48 вольт. 48 вольт заходит на камеру по стандарту, подключается 12 вольт. Снимается с нее, подается питание и снимается с нее информация по одному кабелю. Кабель пошел по POE на ваш POE видеорегистратор и POE коммутатор. Такое устройство продается в каждом уже магазине, торгующем оборудованием по видеонаблюдению. Стоит копейки, можете приобретать, проверено, эти штуки работают отлично. То есть это устройство делает вашу камеру из простой IP-камеры в POE вариант. Многие используют по Wi-Fi. По Wi-Fi также работает, все зависит от качества сигнала в месте установки камеры. Муфта на RJ45 герметизируем. Есть видео, как правильно собирать, все очень просто. И крепежный элемент также можно использовать. Карта памяти также можете заказать у продавца. Выбирайте, с каким объемом вам нужно. До 128 гигабайт поддерживает. Выбрали уже как бы проверенный вариант и установили. Установили в камеру, и хранится запись на карте памяти. Инструкция также стандартная. Ничего сложного нету в подключении камеры. Камера обычная ICC, ICC Pro, XMI, XMI Pro приложение поддерживают. XM облако имеет облачный сервис. Можете подключиться к облаку. Камера будет, помимо того, что на карте памяти сохранять данные, также она будет еще сохранять данные и на облачном сервере. Заходите, и там у вас хранится видео. Так, здесь думал под резиновой заглушкой, нет, откручивать нужно. Поначалу данные камеры с двумя объективами просто работали как камера с резким переключением с объектива на объектив. И со временем они начали дорабатываться, и до чего сейчас дошло, что эта камера даже имеет гибридное слежение за человеком. Дальше посмотрим. Каждый раз обновляются прошивки, и каждый раз камеры что-то получают новое. Здесь все герметично,
карта памяти до защелкивания, прокладка вот имеется силиконовая по кругу, кнопка сброса к заводским установкам. На отводе кабеля кнопки нету, она спрятана здесь. Нажали при включенном питании, удержали 10 секунд, камера сказала вам голосом, что настройки сброшены, и переустановили камеру заново. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Эту и еще много камер по закупочной цене AliExpress я продаю вам в Украине. Как со мной связаться? Все ссылки в описании к видео. Telegram, Instagram, Facebook. Кому где удобно. Большие возможности по подключению и работе камеры. Можно подключить ее по Wi-Fi через роутер к смартфону и отслеживать удаленно через интернет. По кабелю к роутеру также через интернет отслеживать со смартфона. Можно отслеживать с ноутбука, с компьютера. Можно отслеживать с видеорегистратора, подключив ее в домашней сети к видеорегистратору или же по POE. Одним кабелем к видеорегистратору. Также можно подключить камеру по Wi-Fi напрямую к смартфону на расстоянии работы Wi-Fi, сигнала Wi-Fi между смартфоном и камерой. Подключить камеру кабелем к компьютеру и также ее напрямую, без посредничества роутера, также можно просматривать, управлять, менять настройки. Это IP-камера, универсальное устройство, по сути мини-компьютер. Первое подключение можно делать по Wi-Fi, потом переключать камеру, подключать на кабель, выключать Wi-Fi, отключать кабель, различные моменты. Подключаю в розетку, ее блок питания. Стандартная загрузка камеры, лучше ее придержать, будет вращаться, тестироваться поворотный механизм, все системы камеры. System starting up. Wait be configured. После остановки камеры, после тестового режима открываем приложение ICC, список устройств, хочу добавить камеру, если у вас нету камер, будет пусто, белый лист. Плюс Wi-Fi камера, хотя здесь есть вот подключение доступных устройств, давайте посмотрим. Каждый раз обновляется и камеры, и приложения тоже возможности обновляются, и подтягиваются какие-то возможности. Именно вот камер с двумя объективами. Так, ну здесь список камер. И, хотя если у вас нету камер в домашней сети, вам проще найти камеру. У меня, так как у меня много камер, то вот попробуйте теперь разобраться, где здесь новое устройство. Это просто устройство в локальной сети, которые находятся. Ну, плюс вот это поиск добавлен в приложение, это очень классно. Если без поиска, то стандартное добавление Wi-Fi камера, следующий шаг, роутер и пароль доступа к Wi-Fi роутера. И 2,4 ГГц, 5 ГГц Wi-Fi не поддерживает. Жму «Конечно» и все согласно инструкции. Показываем QR-код камере на расстоянии 25-35 см и ждем голосового сопровождения. Готова, камера сказала, что подключена. Ждем прогрузки приложения. Вводим новый пароль, доступа до камеры ваш пароль и подтверждаем, сохраняем. Что сохранять на карте памяти? Карта памяти определилась. Не будет карты памяти, просто у вас не будет куда камере сохранять записи. Там никаких драйверов, ничего нету. Камера будет работать, просто не будет у нее хранилища. Что выбрать? Непрерывную запись или только тревожную запись? Сразу можете выбрать, но это можно и потом настроить. Следующий шаг: присылать уведомления на смартфон по тревоге или не присылать. Можете отключить, не будут приходить. Обновляем список, и камера должна подтянуться и быть в онлайне. Вот она, да, картинки нету. Заходим, и камера. Облако активировать час или потом. Больше не спрашивать. Конечно, вкинет вас на облачную страницу, и там вы посмотрите цены и все остальное. Или отменить. Каждый раз будет запрашивать. Можно удалить запрос. И вот именно тот момент по зумированию. Сразу скажу, по Wi-Fi вот бывают такие и задержки могут быть. Wi-Fi значок качества сигнала также имеется в приложении. Именно показывает качество сигнала камеры. Ну, примерно качество сигнала будет соответствовать качеству приема смартфона. Вот видите, здесь
на одно деление меньше, но примерно то же самое. Можете ориентироваться, место, где выбираете для установки камеры, смотреть по смартфону. Примерно же такой прием будет и у камеры. Нежелательно минимальный делать, где уже слабый сигнал Wi-Fi, лучше подключать камеру по кабелю. В общем-то, много я таких камер вам показывал предыдущие видео в разных корпусах. Что интересно, просто новое что-то посмотреть. Автотрек есть, отслеживание. Так, давайте перейдем. Ага, PTZ. Часто функции, которые используем. Автотрек, нормальное положение. Пресеты. По пресетам можем камеру настраивать. Круиз-контроль и инверсия облаков. Ну, то есть перевернуть камеру, там картинку вверх-вниз, зеркально отобразить. Автотрек. Да. Включаем чувствительно, ну все то же самое. Сохраняем SetWatch положение возврата. Все по стандарту. Хочу посмотреть новую, может, прошивку кинули какую-нибудь. Об устройстве раздел и листаем ниже. Доступно обновление. Какой еще в этом разделе важный момент? Синхронизировать время и дату со смартфоном, с интернетом. И будет на камере синхронизация произойдет. И будет писаться адекватно на карту памяти с датой и по времени. Здесь также восстановить заводские установки и перезагрузить камеру удаленно. Ну и нужно обновлять, что при этом безопасность, это стабильное питание на камеру. Чтобы при обновлении у вас не было потери питания, потому что камера может превратиться просто в кирпич. Доступно обновление, обновить. Так женщина и говорит, что не выключайте питание в процессе перезагрузки, в процессе обновления, загрузки новой версии прошивки. Перезагрузка, окей. Питание не выключаем, ждем, камера перезагружается и появляется опять у нас в домашней сети, в вашем списке устройств. Ее переустанавливать не нужно будет. Отличная картинка с камеры, и уже вы видите, что определяет силуэт человека, включает запись на видеорегистратор по силуэту человека. Не следит, потому что слежение я еще ей не включил. Камера на улице, все отлично. Картинка бюджетного ценового диапазона 4 мегапиксельной матрицы. Две матрицы по 4 мегапикселя. На одной 2,8 мм объектив. Сейчас вы видите картинку с 2,8 мм объектива, широкий угол. О чем я вам говорил, универсальная камера именно этим, что изначально угол широкий, но ты можешь приблизить предмет, который там находится далеко. С потерей качества, да, потому что цифровой зум, но это бюджетный вариант. С видеорегистратора также можно управлять камерой вверх, вниз, влево, вправо, куда хочешь. Все те же самые моменты, что и с приложения на смартфоне. Можно поменять скорость, есть, поставить в приложении быстро, средняя скорость или маленькая, именно поворотного устройства камеры. И что немаловажно, уже сделали, что возможно зумирование. Смотрите, определяет силуэт человека, вот эту рамку можно включить-выключить в настройках. Ну и если включим слежение, то камера уже будет следить за человеком с использованием вот этого вот гибридного зумирования. Давайте, в общем-то, и включим слежение. Часто автотрек. SetWatch сохранил положение возврата камеры. Установил время слежения. После слежения камера будет смотреть еще 10 секунд вслед за человеком. Уже не будет, когда его определять. И включаю. Автотрек Switch. Все, наблюдаем за слежением. Но пока давайте посмотрим по характеристикам камеры. На большом... так ничего себе. На большом расстоянии она определяет силуэт человека. Смотрите. И использует зум. Зум используется. Кстати, использование зума можно видеть именно цифровое значение, которое камера использует при слежении в приложении. Вот, раз, и вернулась назад. И зум оттянула, то есть на 2,8 мм объектив. Адекватная работа даже на большом расстоянии. Да, не приблизила она ее полностью, как это сделала дорогая камера с оптическим зумом. Они приближают, практически можно рассмотреть лицо человека. Но та камера стоит больше $100. Более реалистичная картинка с приложения.
именно с устройства смартфона. Вот. Более реалистичная. На мониторе какая-то она вот более перенасыщенная, как бы. Но опять же, все можно регулировать. Регулировать можно яркость, контрастность со смартфона вот идеально. Ну и все со смартфона, все так же. Звук с улицы в хорошем качестве. Характеристики камеры можно посмотреть с веб-интерфейса камеры на компьютере, с приложения CMS, VMS. Показывал я вам приложение, программа на компьютере для удаленного отслеживания камер XMI-евских. И также с видеорегистратора, 16 канал, формат сжатия, двухформатная камера, старый формат сжатия и новый 265. 4 мегапикселя. По умолчанию стоит 12 кадров в секунду. Можете увеличить, зайти в настройки камеры как с видеорегистратора, так и с компьютера до 25. Смотрим слежение. Такой вот момент по слежению. Зум использует, приближает. Ну, потеря качества видна, с монитора видна. Ну и будет видна с приложения. И вернулась назад. Уведомления тут же приходят на смартфон. Открываете, и открывается вам папка с фото. По дням можете зайти, несколько дней будет выбрать день. И смотрим фотографии, которые сохраняет камера. Определила человека, и вы видите объект определенный с фотографией. С такой вот можно еще и немного приблизить. Так, далее. Вот человек был определенный только на подлете. Заходит человек, сразу определение, и сразу вам присылает уведомление. Или же можно открыть полностью запись с карты памяти. Программа CMS для удаленного отслеживания камеры. Взяли с собой ноутбук или же установили на другом компьютере эту программу в другом городе, в другой стране, из любой точки мира через интернет. Ноутбук подключен к интернету или компьютер. Вводите данные своей камеры, Cloud ID, номер камеры, и заходите, пароль, и заходите на камеру. Или в домашней сети по внутреннему IP-адресу, что, в общем-то, я сейчас вот и делаю. Что тут интересно? С видеорегистратора зумирование ступенчатое, то есть на плюс-минус нужно жать постоянно, удержанием зум не работает. Тут в программе это отлично работает. Так, вот же у нас тут PTZ, с правой стороны повороты, скорость отражать, то есть менять скорость поворотного устройства, и зумирование. Нажимаю плюс, удерживаю, и камера быстро переключается с объектива на объектив и приближает объект. Также и обратный зум. Отлично работает. Можно на компьютер ставить, сохранять в папку, задавать папку. Будут сохраняться записи тревожные, что как вы зададите. На карту памяти и в папку компьютера. Ну, при условии, что компьютер у вас будет работать всегда. Например, давайте презумируем что-то далеко. Тут, в общем-то, у меня и... Вот видно, как переключение происходит с объектива на объектив. И, кстати, камеры намного быстрее начали работать. Прошлый вариант, что я вам показывал, вот эти вот с двумя объективами, то медленнее работало и зум, и поворотное устройство. Сейчас зумирование быстро работает, переключение с объектива на объектив также работает быстро. И в хорошем качестве, смотрите, получается в итоге. В итоге вот дерево приблизили, можно кору даже рассмотреть. Ну и на приличном расстоянии. И учитывайте, что это не оптика, а это цифровое зумирование, переключение с объектива на объектив. Я считаю, достойно. Достойная работа камеры в таком ценовом диапазоне. Вот видно, переключение на 12 мм, сразу картинка становится более четкая, ясная. Ну и здесь уже на максимуме идет потеря качества, но номера вот автомобиля рядом стоящего можно еще будет рассмотреть. Если нет, то немного назад отодвинуть цифрой, и качество улучшается. Отлично, отличный вариант. То есть доработка видна. Видно, что и дорабатывают и софт, и сами камеры. И смотрите, отслеживание силуэта человека идет
происходит на огромном расстоянии, вон там аж. Очень понравилась работа камеры днем. Поправлены все негативные моменты, в основном все. Слежение стало более адекватным, увеличена скорость поворотного механизма, камера успевает за человеком следить, поворачиваться. Также шустрее работает вот этот вот гибридный зум цифровой, переключение между объективами. Видно, как переключается на 12-миллиметровый объектив. И потом зумирование продолжается цифровое, и уже в конце там потеря качества есть. Раньше была проблема в слежении этих камер, что они следили за движущимися ногами человека. Вроде определяет человека, потом за ногами фокусируется на ногах, опускает низко, и только ноги было видно. Сейчас чисто за силуэтом человека старается держать его в центре, то есть этот момент поправлен. Один минус остается, и это если смотрят производители, пускай обращают на это внимание. Если долго камера стоит в слежении, вот, например, целый день она у меня стояла, сбивается точка возврата. Настроил на одну точку, под вечер уже камера возвращается немного правее, ниже там, или левее, ниже. Вот такие моменты, и это то, что осталось из негативного. На постоянку, конечно, слежение в оживленной улице не стоит оставлять. Там, где много людей, камера будет неадекватно следить, кидаться за всеми людьми. Также вот кажется мне, что качество подтянули картинки. Тоже дневная картинка, ну на очень хорошем уровне стала. Более естественная и детализация лучше, и более как естественная картинка, как вот в окно смотришь. Ночная картинка. Вот сейчас перед вами, ну и тут уже начинаются проблемы с сложным определением силуэта человека. Камера думает дерево, что это человек. То есть слежение уже в таких вот условиях желательно, наверное, будет выключать. Хотя следит за человеком также и ночью, уже не на том расстоянии его определяет. Кстати, днем определяет, ну просто на огромном расстоянии. Подтянули также чувствительность по определению силуэта человека. Камера определяет человека днем очень далеко. Ну и соответственно ночью также дальше, чем на прошлых прошивках. Что еще заметил в ночном режиме, если есть хоть небольшая дополнительная освещенность, вот например уличный фонарь, камеру можно смело переводить в цвет, и она будет работать в цвете. Получается отличная цветная картинка с хорошей детализацией. Понятно, что многое зависит от качества освещенности. Чем ярче фонари, чем лучше у вас освещение на улице, камера будет работать в цвете даже сама. Она даже не будет переходить в ночной черно-белый режим, если хорошая освещенность. Ночная картинка, зумирую объект. Ну, у нас получится объект на расстоянии, то есть на территории, которая освещена. Но это тоже немаловажно. Смотрите, вот именно сейчас получился переход на 12-миллиметровый объектив с матрицей. И четкая картинка на большом расстоянии. Дальше, опять же, приближаю. Немного теряется качество, но картинка остается также четкой и красивой, хорошей. Будет здесь стоять автомобиль, вы сможете прочитать на нем номера. Движущиеся предметы, конечно, плывут, но это проблема не только этой камеры. Но максимальный зум не стоит использовать, потому что, видите уже, качество теряется, предметы расплываются. Определенный зум выставляете, и у вас камера пишет такую картинку, которую вы настроили. Вот, например, идеальная картинка с 12-миллиметрового объектива. Люди ходят, она определяет их, включает запись. Ну или же так поставили, охраняете, например, ведете запись по своему автомобилю. Кстати, определение силуэта человека, за это отвечает матрица с 2,8 миллиметровым объективом. То есть, если вот вы даже переключили зум, люди, которые ближе, и вы видите их, они определяться не будут. Потому что определяет широкоугольный объектив, попросту говоря. А уже дает команду камере, и она включает слежение, и плюс и вот это и команда на использование цифрового зума. Картинка с приложения, также черно-белая, довольно-таки в хорошем качестве, хорошая детализация. Переключу сейчас вот 3 ночных режима, в общем-то все то же самое. Поставлю в цветной. И посмотрите, как показывает камера в цвете при освещенности. Вот
при дополнительном фонаре. Посмотрите, как четко, как днем. Очень классная, насыщенная цветная картинка. Если у вас фонари, ну во многих дворах сейчас фонари, она у вас в цвете будет работать классно. Чем хорошо в цвете, тем что не засвечены будут номера автомобилей. Также со смартфона. Смотрите, как классно. Зумирую картинку назад. Ну вот, видите, где освещенная территория. Все очень четко. Все очень классно. При включении LED прожекторов, вот как раз сейчас это произошло. Смотрите, тоже очень мощный свет. И светочувствительность очень подтянута матриц. Матрицы вот стали дешевые, но они также уже светочувствительные. Там освещение, плюс здесь вот это все освещает сама камера прожекторами своими LED светодиодами. И вполне таки нормальная ночная картинка. То есть это все подсвечено, видно человеческому глазу, видно вам это все, и камера все это записывает. То есть такой себе поворотный LED прожектор с записью. Вот, отличная. Сейчас тут темнота, и дальше там тоже темно. Ну, там вон фонарь только. Супер. Подтягивают очень хорошо, дорабатывают. Отличное качество. Камера просто меня вот это вот за сегодняшний день порадовала очень классно. Я советую вам ее к приобретению. Ссылку я оставляю. А данный вариант, вот данный экземпляр, который я тестирую, я вам могу продать по закупочной цене в Украине. Пишите комментарии, пишите на Facebook, Instagram, Telegram. Все ссылки в описании под видео. На сегодня все. Есть еще моментов много, можно долго рассказывать и показывать эти камеры. Основное я вам рассказываю, а вы уже переходите в Telegram-чат по видеонаблюдению. Там общественный, общаемся вместе, помогаем друг другу. Telegram-канал, и пишите свои комментарии обязательно. Оставляйте комментарии, помогайте продвигать видео. Всем удачи, до следующих видео. Сейчас вот переключаю в черно-белый режим. Ну и в черно-белом также картинка очень таки хорошая.